Значок Мустанга, надпись Яма, машина явно хороша. Хотите спросить, что за дикая дичь у тебя на столе на обзоре? Ну давайте для начала разберемся, для какого возраста эта дичь. Она подходит от 0 до 3, от 3 до 6, от 6 до 12, от 14 и выше и 18 и выше. Единственный возраст, в котором нельзя этим пользоваться, это 13 лет. Его здесь в списке нету, поэтому там другие заботы. Вот в 13 не берите, все остальные возрасты смело берем. Это модель а-ля Лего, но заказана естественно с Али за 10 евро с доставкой. Автомобиль будет довольно интересный, судя по фото, с моторчиком pullback. Зачем переплачивать Лего, если есть китайцы? Или все же стоит? Да, я заказал без коробки, это дешевле. Да, ну нифига себе. Вот такой автомобиль мы получим. Открываются двери, крутятся колеса. Реалистик модель. В общем, все как мы любим. Вот за что я начинаю переживать, так это за инструкцию. Она здесь какая-то маленькая. У Лего на 450 деталей она будет раза в 3-4 толще. Здесь вот всего лишь 36 шагов. Просто каждый шаг не так подробно описан, либо же в одном шаге сразу собирается большее количество деталей. Кстати, вот такие вот декали идут в комплект. Никогда не понимал, зачем эти конструкторы ложат, что здесь, что в Лего, но есть так есть. Значок Мустанга, надпись Яма, машина явно хороша. Итак, что у нас есть? Кучу крепежей. И еще вторая куча крепежей. А вот тут уже всякие соединительные детали, рули. Опять куча крепежей. И крупные детали. Давайте, наверное, взглянем на колеса. Если колеса качественные, начнем собирать. Смотрим, видим качественный китайский облой. Правда, внутри. А так, снаружи сделано нормально. Конечно, не совсем дотягивает до Лего, но, в общем, хороший уровень. Давайте попробуем забортировать колесо. Колесо низкопрофильное, стало хорошо. Вот таким образом выглядит pullback мотор. Я не знаю, почему хвалят данные модельки, а отзывы были хорошие. Вот качество отливок вы уже сами видите. Начал я собирать данную модель и начали выплывать недостатки, которые, в общем-то, не сразу заметны. Первое, это то, что детали, ощущение, что их уже собирали, разбирали сотню раз. Попробую показать. Они все в мелких царапинках. Ощущение затертости деталей идет. Для меня это не критично, но, как говорится, не очень эстетично. Лего Duplo, которая, я не знаю, сотню раз закидывалась и доставалась из коробки. И здесь вообще практически нет потертостей. При том, что оно кидалось, на него наступалось. Да, есть мелкие царапинки, но общей затертости нету. А здесь, получается, у нас детали, ну, за исключением вот этих оранжевых, они мне нравятся. Они матовые, поэтому смотрятся как настоящие. Черные детали очень уж затертый, особенно вот если вы посмотрите pullback мотор, он по краям просто как его вроде бы ребенок клеил. Ну да ладно. Еще из косяков сразу замеченных. Здесь стоит pullback мотор, но покрышки прокручиваются просто безбожно. Пользоваться не получится, они просто легко прокручиваются. Вы даже не заведете эту машинку. Далее подгонка деталей. Смотрите, показываю. Машинка просто рассоединяется элементарно. Ну, самый дешевый Лего, я, к примеру, показываю, то все детали имеют определенную силу, с помощью которой вы их вставляете, достаете. То есть вот этой моделькой играется мой ребенок 2 года. Практически он от нее не отламывает деталек. Сила, с помощью которой они вставляются здесь, некоторые детальки нормально держатся, вот как вот эти вот шифты. А вот детали, которые имеют крестовинки, вообще не держат. Надеюсь, в конструкции это будет как-то соединяться еще. Продолжаю собирать и делиться с вами опытом сборки китайского Лего. Детали, те, которые участвуют в сборке, кроме pullback мотора, между собой отлично соединяются. Здесь, в общем-то, претензий нету. Да, качество пластика, конечно же, это не Лего. За те деньги, за которые они сейчас продаются, а это 8-9 евро за вот такую вот большую модель, ну, наверное, нормально. Сильно не ругаю, пока еще полностью не собрал. Пока очень сильно не нравится вот это и то, что прокручиваются очень сильно резинки. Какой pullback мотор, если она назад вот заводится буквально там на 1/10. Поставили мы сиденье, поставили торпеду, к торпеде, причем торпеда у нас, я так понимаю, с экраном, там где-то наклейка есть. Руль, торпеда, все это смотрится, ну, так, нормально.
Клиренс регулируется. Надеюсь, дальше он будет фиксированный, потому что так он не совсем хорошо здесь держится. Продолжаем собирать эту злополучную машинку. Почему злополучную? Ну, потому что мне уже много деталей в ней не нравится. Во-первых, pullback мотор, который нифига не pullback, потому что, как вы видите, назад я не смогу его завести, потому что прокручиваются покрышки. Во-вторых, задняя часть вообще между собой не держится. И еще немножко настораживает вот такой факт, как двери, которые вот под таким углом стали. Итак, я решил сделать крупноузловую сборку, собрал часть деталей. И, кстати, чем объясняется большое количество деталей у китайских моделей? Потому что здесь дофига очень мелких деталей. То есть вот эти все соединители, они посчитанные, они тут по 3, по 2, по 4 вставлены сюда. И тут, наверное, наберется 50 деталей как минимум. Плюс сами можете посмотреть на такой вот потертый вид, и ничего общего с тем, что нарисовано на картинке, у нас, к сожалению, не получится. Ну и, естественно, это вариант такой больше стендовый, потому что вряд ли она будет ездить. Во-первых, никакой амортизации, а во-вторых, я подозреваю, что оно может разлететься на кучу частей. Итак, пробуем поставить вот это вот. Капот закрепили. Вот эта вот часть, если честно, во-первых, она слабо между собой держится. Качество деталей, ну, такое себе. И с ней нужно аккуратно обращаться, потому что она все время пытается развалиться. Где-то я уже одну деталь посеял. В общем, если будете вдруг собирать эту модель, то вот этот узел собираете целиком до такого состояния, а потом уже крепите его к вот этим вот осям. Иначе, ну, неудобно получается. Итак, я устранил свой косяк сборки, и двери, как вы видите, стали в нормальное положение. Я некоторые детали не состыковал, и, естественно, поэтому здесь двери стояли странным образом. Но меня удивляет, почему есть хорошие отзывы, причем все хорошие отзывы по сборке данной модели. Ладно, дешевый пластик, но все это дело не очень надежное. Вот эту штуку, которую я потерял, немножко сильнее надавливаете, и эти части просто начинают отскакивать. Вы это все дело собираете, потом начинаете крепить. Удовольствие получается довольно-таки сомнительное. Ни в коем случае не роняйте эту машинку, потому что часть деталей отлетит, и повторно вам, возможно, это все собирать не захочется. Крупноузловая сборка, возможно, не самая удачная моя идея, но тем не менее все стало на место, и это уже на что-то похоже. И еще один бампер, который держится всего лишь на одном вот таком вот синем пине. Довольно-таки крепко, кстати, держится. Я бы сказал похоже, но вот эта вот машина, которая на рендере, выглядит на порядок симпатичнее, чем вот эта. Попробуем собрать полностью и попробовать запустить ее, поедет ли она хотя бы пару метров. Как-то не заходит данная модель для сборки у меня. Я уже третий раз ее доснимаю, и надеюсь, сейчас я это все дело закончу. Я собрал вот 1, 2, 3, 4 сборных элемента. Сборка как-то идет тяжело. Это похоже на китайские елочные игрушки. То есть они выглядят как настоящие. То есть это, да, выглядит как лего, но радости оно не приносит. А если еще учесть, что некоторые элементы, вот эти вот, например, клавиши, они держатся каждый на одном пине. И одно неловкое движение, один откалывается, надо всю конструкцию вытаскивать и назад это все дело крепить. То есть конструкция максимально нежная, и зачем сюда поставили вот этот вот двигатель, который, кстати, абсолютно не работает, потому что, как я уже говорил, прокручивается покрышки на колеса. Вот, но тем не менее, при попадании в стену рассыпется очень таки конкретно. И только я вошел в ритм сборки этого китайского лего, прибежал сын, взял буквально пару раз в руках, повертел, там тронул, тут тронул, и пришлось это дело все пересобирать. Прицепил я заднюю часть, с ней никаких хитростей нету, просто нужно снять колеса и, в общем, все это дело соединить. Собака откуда-то появилась. У нас не хватает крыши. Вот она. Вы это видели. Качество говорит само за себя, колесо немножко потерялось. Да, внутрь влезет только очень низкорослый водитель. Дело в том, что у китайских деталей есть один большой недостаток. Часть из них может одеваться легко, а часть трудно. И в связи с этой несбалансированностью усилий иногда, конечно, собирать не очень комфортно. Уже на что-то похоже. Крепим спойлер. Конечно же, это печальное зрелище, но сейчас их продают около
7-8 евро. И за эту цену, в общем-то, можно потренироваться собирать. Хотя такое ощущение, что данную машину делали под покраску. Вот если ее покрасить, она будет выглядеть, в общем-то, ничего. Естественно, отличие от нормальных леговских, как вы видите, здесь вообще нет никаких усложнений. То есть ни амортизаторов, ни поворота руля, ничего здесь нету. Зачем-то поставили вот этот Bullpack мотор, или как там он называется, который нифига тут, естественно, работать не будет. А если он будет работать, она врежется, она разлетится. Непродуманная конструкция, но если вам нравится собирать и просто поставить на полку, в общем-то, можно. Я ее тронул, и она вот начинает разваливаться, как вы видите. Вот в этом вся соль, в этом вся прелесть китайских машин. Ее нельзя собрать, это как ремонт. Ее можно немножечко начать собирать, но никогда вы ее не соберете полностью. Вы видите, все держится там на одном пине, тут на одном пине. Одно неловкое движение, и все это дело разваливается. Очень хорошо вырабатывает спокойствие, так как вы с первого раза, скорее всего, не соберете. Осталось немножко лишних деталей. Эта деталь не отсюда, остальные вот, скорее всего, из этой модели. Возможно, где-то что-то я забыл поставить, сейчас перепроверю. Такое ощущение, что собрал вроде бы все. Вот эта вот штука держится еле-еле, и лучше ее не трогать, потому что мало ли что. Я ее неаккуратно сзади взял. Не знаю, возможно, за колеса ее надо брать, потому что одно неловкое движение, и у нее что-то где-то отпадает. Она распадается просто в руках. Я наконец-то устранил следы ДТП, поэтому беру ее только за колеса. Либо же вот так вы можете брать, иначе, если берете за любую другую деталь, неосторожно дотрагиваетесь, происходит плохое, она разваливается. Давайте попробуем, поедет ли она. Несмотря на то, что покрышки прокручиваются, свои 2-3 метра она сможет проехать. И если вам это, конечно, пригодится. И если вы хотите получить удовольствие от сборки, то, возможно, вы его получите. Но у меня ощущение, что это не удовольствие, а какие-то мучения. Вечно что-то где-то отпадает, что-то нужно закреплять. Но в итоге, когда вы ее собрали, довольно-таки сносно держится. Единственное, некоторые детали, конечно же, нельзя трогать. Это сзади нельзя трогать, впереди. Но вот здесь, вот, в принципе, все вроде бы держится. И даже за крышу вы сможете ее поднять, открыть двери. И если будет сильное желание наклеить на нее вот эти вот наклейки. Я нашел 2 ракурса, в которых данная машинка смотрится неплохо. Это вот такой. И, наверное, вот такой. Если вам при сборке хочется немножечко помучиться и преодолевать всякие трудности, которых, казалось бы, не должно быть при сборке, то китайские модели в стиле Technics от Lego ваш выбор. Но, к сожалению, признаков Technics нету. Здесь только вот открываются двери, да и все. А еще из интересного прокручиваются покрышки вокруг колес. Также есть Bullpack моторчик, который заставит данный автомобильчик двигаться. Вывод. При цене 7-8 евро с доставкой, естественно, все это дело можно взять, собрать, но учтите, удовольствие при сборке вы, к сожалению, не получите.